Главного героя зовут Кагараши Фуюзора. Он могущественный экстрасенс, способный легко победить любого монстра, так что он не боится привидений. Недавно он переехал в новый город. Чтобы сохранить деньги, Кагараши останавливается в гостинице Юраги с горячими источниками, наполненной привидениями. Пока Кагараши купается в горячих источниках, призрак из гостиницы Юраги, которого он встречает, оказывается красивой девушкой. Красивая девушка обнаруживает, что Кагараши ее видит и чувствует себя очень застенчиво. Она манипулирует предметами, чтобы оглушить Кагараши. Затем Кагараши будет владелец гостиницы Юраги, Китосе. В гостинице Юраги есть еще гости помимо Кагараши. Например, Нонко, кто пьет много алкоголя каждый день, и Сагири, женщина-ниндзя. Еще есть жительница Яя, похожая на женщину-кошку. Комнату, которую снимает Кагараши, большинству людей кажется пустой, но он видит призрака, запертого в этой комнате. That's quite big. Юна смущена тем, что только что вырубила Кагараши. Фактически Юна очень рада, что он переезжает в эту комнату. Ей приходится жить одной в этой комнате, так как она стала призраком, поэтому ей все время очень одиноко. С Кагараши она больше не будет одинокой. Хоть Юна и призрак, она может прикасаться к людям и предметам, потому что ее духовная сила очень сильна. Когда она напугана или очень застенчива, она будет бесконтрольно использовать духовную силу. Кагараши здесь всего лишь один день, но один монах обнаруживает Юну. Задача монаха уничтожить всех монстров, поэтому он начинает атаковать Юну. Но Кагараши знает, что Юна доброе привидение. Вместо этого он помогает Юне и побеждает монаха. В процессе он случайно касается тела Юны. Юна очень застенчивая и случайно использует свою духовную силу, чтобы снова сбить Кагараши с ног. Кагараши падает в горячие источники на территории отеля. Бывает, что здесь купаются и другие гости отеля, и он снова избит ими. Вскоре после монах, побежденный Кагараши, возвращается в гостиницу Юраги с другими монахами. Они хотят уничтожить Юну вместе. Но все гости гостиницы Юраги обладают разными мощными навыками. Ниндзя Сагири хорошо владеет мощными ниндзюцу, и она побеждает многих монахов. Нонко потомок Йокай, ее сила настолько велика, что она может легко поднимать людей одной рукой, и она также побеждает многих монахов. Яй лучший друг кошачьего бога, и она может вызвать гигантского кошачьего бога, чтобы он атаковал врагов. А самый сильный человек в гостинице Юраги Китосе, кто на самом деле тысячелетний Йокай, который выглядит как ребенок. Китосе умеет манипулировать удачей, но вместо того, чтобы сделать этих монахов несчастными, она делает их очень удачливыми. Монахи внезапно получают всевозможные хорошие новости, поэтому они больше не хотят устраивать опасные драки. И все идут домой, чтобы насладиться удачей. Кризис заканчивается при общей помощи. Позже Юн находит во сне, и Кагараши просыпается каждый день и видит Юну, спящую на нем в разных позах. Юна просыпается и случайно выбрасывает Кагараши из комнаты с помощью духовной силы. Сагири видит сцену и неправильно понимает Кагараши. Она также думает, что он сделал что-то плохое Юне. В этот день Кагараши видит в отеле кота и гладит его, но кот оказывается Яя. Сагири предлагает выгнать его из гостиницы. По правилам гостиницы Юраги им нужно использовать настольный теннис, чтобы решить, следует ли выгнать его из гостиницы Юраги. В этом матче участвуют две стороны, Сагири и Яя против Кагараши и Юны. Кагараши однажды учился у призрака, который был чемпионом по настольному теннису, и он хорошо играет в пинг-понг. Но Сагири умеет использовать ниндзюцу, и она создает двойника, из-за которого Кагараши не знает, как поймать мяч. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Чтобы помочь ему, Юна постоянно напоминает себе о том, что заставляет ее стесняться, и использует свою духовную силу, чтобы манипулировать мечом и дать отпор. Но вскоре воспоминания заканчиваются, и Юна больше не может использовать духовную силу. Таким образом, Кагараши проиграет игру, но Юна наконец придумает способ удержать его в гостинице. Она берет на себя инициативу и позволяет ему увидеть ее нижнее белье, а затем она стесняется и использует свою духовную силу, чтобы помочь Кагараши выиграть соревнование. Таким образом он остается в гостинице. После переезда он также переводится в местную школу. Юна интересуется школьной жизнью и следует за ним в школу. Представляясь, Кагараши искренне говорит другим, что он экстрасенс. Все одноклассники смеются над ним, но только самая красивая девушка в классе Чисаки не издевается над ним. После школы Чисаки обращается к нему за помощью, говоря, что в последнее время она часто сталкивается с чем-то странным. Ее куклы летают по воздуху самостоятельно. Чисаки боится, но она не может никому рассказать, потому что ей никто не поверит. Но Кагараши, как экстрасенс, верит словам Чисаки и обещает помочь ей с ними справиться.
Единственный способ Кагараши сражаться с монстрами — наносить удары кулаками, и он бьет всех кукол Чисаки, но не находит ничего необычного. Кагараши догадывается, что что-то манипулирует куклами на расстоянии. Ночью куклы снова летают и на этот раз становятся еще страшнее и даже разрывают одежду Чисаки на части. Тем временем Кагараши отбивается от кукол и по энергетике кукол определяет человека, который управляет ими. К его удивлению, ими управляет маленькая девочка Каюзу. Каюзу гоблин Тануки, и этот гоблин считается взрослым в возрасте 10 лет. Когда они станут взрослыми, им нужно войти в человеческое общество и замаскироваться под людей. Но Каюзу не знает, как превратиться в человека, поэтому она хочет найти красивую девушку и подражать ей. Каюзу просто хочет увидеть тело Чисаки, управляя куклами. Кагараши и Юна, опасаясь, что Каюзу будет опасно оставаться одной, забирают ее обратно в гостиницу Юраги. После этого случая Чисаки и Кагараши стали хорошими друзьями. Она единственная в классе, кто знает, что он действительно экстрасенс. Как и Кагараши, ниндзя, как Сагири, также являются экстрасенсами. И их работа использовать ниндзюцу для уничтожения злых монстров. В повседневной жизни Сагири скрывает свою личность ниндзя и посещает школу Фуюзоры. Хотя у Сагири есть недопонимание насчет него, однажды она просит его об одолжении. Кагараши не отказывается и следует за Сагири в парк. Оказывается, недавно появился монстр, специализирующийся на нападении на пары. Сагири хочет, чтобы Фуюзора притворился ее парнем и выманил монстра. Затем Сагири и Кагараши удается выманить монстра. Этот монстр может плавить одежду. Одежда Сагири и Фуюзоры плавится монстром во время битвы, но в конце концов они побеждают монстра. Сагири очень стесняется, потому что ее одежда растаяла, но в то же время она благодарна Фуюзоре, которого она считает хорошим человеком. Обычно Титосы отвечает за приготовление еды в гостинице Юраги, но недавно Титосы пришлось уехать из гостиницы на несколько дней. В это время остальные по очереди готовят. Яя, которая первая готовит, приносит кошачью еду. Затем готовит Нонко, которая покупает много пива и закусок, которые съедобны, но не очень подходят для основного приема пищи. Ну, для кого как. Затем готовит Юна, и хотя еда выглядит великолепно, она использует неправильную приправу, так как Юна не чувствует вкуса ингредиентов. О четвертом приеме пищи заботится Сагири, которая готовит так плохо, что это худший обед за 2 дня. Когда наступает очередь Фуюзоры, он готовит очень вкусную рыбу на гриле. Все в шоке, насколько вкусна эта жареная рыба. Оказывается, существует призрак мастера барбекю, который однажды научил Фуюзору готовить лучшую рыбу на гриле. В результате с этого дня, куда бы ни пошел Фуюзора, Яя будет следовать за ним, даже когда Фуюзора купается. Фуюзора ополаскивает ее горячей водой, из-за чего она пугается и царапает Фуюзору. Позже при посредничестве Юны Фуюзора и Яя разрешают недоразумение, и оказывается, что она хочет, чтобы Фуюзора снова приготовил рыбу на гриле. Поскольку характер Яя похож на кошку, она не очень выразительна и всегда следует за Фуюзорой. Фуюзора снова щедро готовит рыбу на гриле для нее, только для того, чтобы узнать, что Яя не хочет ее есть сама, а делится жареной рыбой с кошачьим богом. Таким образом, Фуюзора и Яя тоже стали очень хорошими друзьями. После этого Яя время от времени следует за Фуюзорой, что также является для кошек способом выразить свою привязанность. С тех пор, как Чисаки узнает, что Фуюзора настоящий экстрасенс, ей интересно узнать о Юне, призраке рядом с Фуюзорой. Юна тоже хочет иметь друга-человека, поэтому она пытается написать Чисаки. Чисаки очень счастлива, и она пишет и болтает с Юной во время урока, за что ее критикует учитель. В конце урока Юна говорит Чисаки, что ей всегда хотелось однажды надеть форму. Если она сможет потрогать форму, она сможет превратить ее в школьную форму. Поэтому Чисаки позволила Юне потрогать ее школьную форму, но в этот момент Фуюзора входит в дверь, пока девочки переодеваются, что заставляет всех троих очень стесняться. Позже они идут на крышу, и Чисаки хочет сфотографироваться с Юной, но Юна на фото выглядит как привидение. Чисаки редактирует фотографию, чтобы Юна выглядела милой, а не пугающей. Юна так счастлива, что пишет свою признательность иероглифами на руке Чисаки. Когда Фуюзора возвращается в гостиницу Юраги, он встречает редактора манги, который спешит к Нонко с доставкой 10 рукописей. Оказывается, Нонко мангака. И следующий день это крайний срок подачи заявок, а у нее еще несколько страниц манги не нарисовано. Работа Нонко представляет собой романтическую мангу, в которой они ради вдохновления предлагают Фуюзоре сыграть ее парня и имитируя, что значит быть влюбленным. Нонко просит Фуюзору установить с ней интимный контакт, из-за чего Фуюзора очень стесняется. Вдохновившись, Нонко продолжает создавать мангу. Нонко почти все время пьет, и не пьет только когда рисует мангу. После ночи напряженной работы она наконец-то сдает рукопись вовремя. После этого она напивается и вступает в еще один интимный контакт с Фуюзорой, что заставляет остальных очень смущаться и удивляться.
Титоса обычно отвечает за приготовление пищи и работу по дому. Но она надевает школьную форму и посещает занятия в школе. Титоса очень интересуется студенческой жизнью, поэтому она ходит в школу. Но она не хочет, чтобы кто-нибудь еще в гостинице Юраги узнал об этом. Директор средней школы знает Титоса с очень раннего возраста, и он единственный человек в школе, который знает личность Титосы. С его помощью Титоса может беспрепятственно посещать школу. Хотя Титоса выглядит как ученик школы, когда над ней издеваются хулиганы, она активирует свои способности. К сожалению, хулиганы встречают Фуюзору, и он избивает их. Титоса прячется в стороне, и Фуюзора не узнает ее. После всего этого она восхищается Фуюзоро. Поскольку гостиница Ураги является членом местной ассоциации горячих источников, в этот день Титоса получает ваучер от ассоциации горячих источников. Этот купон можно использовать на любом источнике ассоциации. Титоса дает Фуюзоре купон, чтобы он мог отвезти Юну на свидание в горячие источники. Оказывается, Юна всегда хотела свидания, и раньше ни один парень не мог сопровождать Юну на свидание, а теперь ее может сопровождать Фуюзора. Позже они идут к горячему источнику, и прежде чем войти Фуюзоре, нужно выбрать купальник для Юны. Они оба очень стесняются во время процесса, но в конце концов Юна покупает купальник, который хочет. Но затем, когда Юна спускалась на водной горке, купальник случайно смыло течением. Духовная сила Юны бесконтрольно создала огромный всплеск. Но независимо от процесса, это восхитительное свидание для Юны. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.